Всех приветствую. Запишем видос выходного дня с прогнозом, обзором криптовалют. Видео будет небольшим, потому что по прогнозу все идет у нас отлично. И главная мысль, которую хотелось бы донести и напомнить, это то, что не забывайте про стопы. Начинаем с биткоина. По биткоину здесь мы продолжаем находиться в отмеченной зоне, откуда может случиться разворот. По-прежнему больших объемов здесь нет. Индикатор не превысил предыдущих значений, поэтому стоит опасаться того, что здесь прошла у нас волна ABC, и мы можем начать рисовать волну C. Это стоит держать в голове. Если пойдем выше, отлично, прибыль будет больше. Если же пойдем вниз, получим стоп и зафиксируем то, что уже имеем. По биткоину прогноз тот же, либо развиваем импульс вверх, либо здесь мы находимся в такой двоякой ситуации, откуда мы можем пойти вниз, еще раз обновить дно, откуда снова пойдем наверх. Прогноз тот же по биткоину. По эфириуму сейчас посмотрим. По эфириуму также все актуально. Находимся в пятерке. В пятерке, так сказать. Вот она завершается. Пришли в зону. Здесь у нас объемы пока падают. Здесь также стоит подпираться стопами. Будет растяжение? Отлично. Не будет растяжения? Пойдем вниз вместе с биткоином. Также мы не потеряем основную часть своей прибыли. Стопы обязательно. Прогноз по эфириуму также актуален. В данной зоне близко разворотное движение. К тому же и круглая цифра в $3000. Либо мы ее пробиваем и летим со свистом наверх, либо мы ее получаем в виде сопротивления. Торговать здесь опасно, входить уж точно не стоит. По Ripple. По Ripple также все идет нормально. Здесь у нас волна 1, 2, 3 ориентировочно подтвердилась. Получили здесь дивер и цепанули расчетную зону. Можем еще сделать один заброс наверх, но это не отменяет того факта, что движение уже ослабевает. Здесь также велика вероятность пойти на коррекцию примерно вот в эту проторговку, приблизительная зона. Вот в эту проторговку можем еще сходить на коррекцию. Вообще, конечно, по-хорошему нам завершить бы движение вот здесь вот, на уровне в районе $2 на предыдущем пике, как минимум. Но пятые волны бывают и укороченными. Никто не обязан туда вести цену. Минимальная цель выполнена, зону цепанули. Вполне вероятно, прострел наверх еще будет, возможно, даже выше полетим, но говорю то, что видно на графике. Принимать решения торговые – это уже ваше дело. Сейчас видно слабость в движении. Стопы также рекомендуются. Посмотрим, что у нас по Polkadot на 4 часах. Так, разметки нет. Видимо, в последний раз мы были вот здесь. И прогноз был, рекомендация такая, что нужно дожидаться заходного импульса и на откате входить. Заходной импульс, на откате входить с расчетом наверх. Заходной импульс мы получили вот здесь. Это все можно удалять. На данных уровнях мы получили заходной импульс. Если смотреть на часовиках, то структура движения также подтверждает импульсный характер движения. 1, 2, 3, 4. Развиваем пятую волну. Индикатор также ниже. Объемы, в принципе, на уровне, но не превышают. Давайте расчетную зону промерим. Расчетная зона третьей волны здесь. Но мы до сюда не дошли. Поэтому вполне вероятно, что мы еще развиваем тройку. Но вот здесь тени были, конечно, слишком большие. По-хорошему, конечно, вот сюда надо было добить. Возможно, вот здесь тройка завершается только. Но ничего страшного. Коррекция в любом случае, что после пятой волны, что после третьей волны, коррекция, она и в любом случае коррекция. Зона пятой волны у нас находится вот здесь. То есть по Polkadot еще небольшое движение можно поймать, но слабость также видна. Коррекцию, если мы увидим, это не будет каким-то неожиданным событием. Также стопы желательно бы поставить. По Polkadot вот такой сценарий. Ожидается, что здесь мы откорректируемся вниз. Куда откорректируемся? Давайте посмотрим. Примерно прикинем. Если оттолкнемся прямо от нее, то оптимальная зона будет вот здесь. Вот в эту проторговку третьей волны вполне нормально, если мы сходим. Вот она, зона, куда можем еще направиться. Чем это будет являться? Это будет являться волной 1, 2, 3, 4, 5. Ну, либо волной А, Б и дальше С. Как минимум 2 импульса вверх по технике мы должны дать. Что посмотрим еще? Давайте еще несколько монет. BitTorrent.
Здесь мы на прошлом прогнозе отмечали неплохой вход. BitTorrent у меня есть в портфеле. Здесь получили заходной, здесь мы зашли на откате. Все прекрасно, стоп у нас за основанием импульса. Что мы сейчас имеем? Мы имеем импульс, коррекционное сейчас движение, и ожидается также поход наверх. Как минимум вот сюда, предыдущие пики. Пока основной сценарий для меня именно такой, по BitTorrent прогноз также актуален. После импульса зашли, стоп стоит, все прекрасно. Кто-то может его даже и подтянуть в безубыток, если где-то здесь зашли. Даже если прольемся вниз, то ничего страшного. Так, посмотрим атом следующий. Что это у нас здесь за разволновка? Ну, мы здесь также по прошлому прогнозу 1, 2, 3 сходили. Здесь у нас четверочка и направились выше. Объемы вниз, индикатор вниз, говорит о слабости. Давайте глянем на часовике. На часовике у нас не хватает пятой волны. Давайте промерим. Ничего ли у нас здесь не изменилось. Если это была волна 1 и 3, то расчетная зона, ну вот чуть ниже теперь она. Чуть ниже. Вот здесь у нас расчетная зона по BitTorrent. Также, конечно, в идеале бы, конечно, на предыдущие пики сходить, но вот она, расчетная зона. Какого BitTorrent? Что-то я уже заговариваюсь. Атому, космос. Прогноз по космос, атом. Ну, в принципе, все. Идет структура так, как и планировали, пока все нормально. Стопы подтягиваем, прибыль фиксируем. Что-то я еще хотел посмотреть. Мы их никогда не смотрели. По-моему, даже на Binance их нет. Что у нас здесь происходит? Так, на месяц, если смотреть. Уровни раз. Дальше смотрим. Недельки. Но вот опять идет движение, объемов нет. Но зато здесь что можно отметить? Вот они объемы. В нижней части проторговки здесь получается, что набирали позицию. Сейчас мы пошли наверх, но разгрузки как таковой не было. Какой можно сделать вывод? Вывод можно сделать такой, что разгрузка будет повыше. Что касается структуры. Здесь было дно, а значит что? Предположительно волна 1, 2, троечка у нас. Сейчас мы в четверке. И как минимум нас ожидает еще пятерка. Давайте на 4 часах. Но вот здесь можно принять это за укороченную волну, пятерку, поэтому давайте вот здесь поставим конец третьей волны и отметим ориентировочную зону коррекции в четвертой волне. Бац-бац. Вот она. Коррекционная зона совпадает с уровнем сопротивления. От него же мы и оттолкнулись. Вполне вероятно, что ниже не пойдем. Опять-таки, это всего лишь предположение, основываясь на то, что дает нам график, то, что он нам показывает. Какая структура у нас сейчас здесь наблюдается? Объемы ровно. Ну, здесь на этом графике на объемы вообще ориентироваться, по-моему, смысла нет. Они у нас ни одну волну так и не хотят подтверждать. Но если разворот у нас случился, то получается, что здесь у нас была волна 1 заходная, 2. Сейчас будет тройка, четверка и пятерка. И по традиции стоит отметить расчетную зону волны 3. Вот она у нас здесь находится. Мы ее почти зацепили, поэтому вполне вероятно... Да нет, наверное, еще вверх уж должны сходить. Давайте на часовиках еще раз проверим. Ну, пока хотя бы по индикатору, но пока даже вверх идет, да. Если взять с тенями. То есть тени большие. Что у нас здесь вообще движение какое-то? Ну, так, если брать, примерно вот сюда все-таки мы ожидаем тройку предварительно. Затем будет четверка, пятерка и дальше уже будет видно. Глобально опять-таки должны посетить предыдущие пики, которые у нас образовали уровень сопротивления. Вот сюда вполне можем еще сходить по данной монете. Так, и последняя монетка. Так, это у нас был Bitcoin Diamond. Сейчас у нас REC. Также его раньше не смотрели. Что у нас здесь он рисует? На Binance его, по-моему, также нет. Либо торгуется какой-то биткоиновой паре, но к USDT вот он, что нам рисует. Уровень сопротивления получили, объемы отличные, структура неплохо вырисовывается. Также мы сейчас находимся в четвертой волне, после чего у нас вполне вероятно будет пятая. Что касается завершения, здесь у нас для подстраховки также можно принять, что движение, например, уже закончено. Выбираем самый такой негативный вариант, что, например, импульс у нас уже закончен. Получается, что мы находимся в коррекции в четвертой волне. Вот мы ее цепанули, эту зону, мы ее зацепили. Но тут график очень такой какой-то
дерганый, поэтому сильно разрисовывать смысла нет. Ну, здесь получается что-то типа заходного. Конечно, свечи оставляют желать лучшего, но исходя из того, что мы сейчас видим, то вот, цепанули коррекционную зону, получили отскок отсюда, и ближайшая зона, куда мы в принципе должны были бы сходить, это предыдущие пики, которые образовали уровень сопротивления. А вот на данный уровень мы неплохо было бы, если бы сходили. На этом все. Подписывайтесь на канал, не забывайте про стопы, пишите комментарии, ставьте лайки, включайте колокольчики. Это помогает продвижению канала. Ютубу это нравится. Всем удачной торговли, хорошо отдохнуть на праздниках и счастливо!